Привет, меня зовут Назар, и это канал Космос Кубе. Сегодня поговорим о плоской Земле. Давайте возьмем эту теорию и проверим ее на простых вопросах. Если меня смотрит сторонник этой теории, отлично, у меня есть несколько прямых вопросов. Я буду рад, если вы сможете на них ответить. Хотя бы на один. Не ссылками на видео, а своим честным объяснением. Как, по-вашему, это устроено в вашей модели. Потому что если теория не может ответить на простые вопросы о мире вокруг нас, то какой вообще в ней смысл? Поэтому давайте проверим. Давайте начнем с самого фундамента. В классической модели плоской Земли нет такой силы, как гравитация. Вместо этого считается, что наш плоский диск постоянно движется вверх с ускорением 9,8 метров на секунду в квадрате. Как лифт, который разгоняется, и мы прижаты к его полу. Звучит как остроумная альтернатива. Но давайте зададим простой и детский вопрос. А за какой скоростью мы сейчас летим? Это не праздный интерес. Ускорение шутка коварная, оно накапливается. Каждую секунду наша скорость растет на 9,8 метра в секунду. Давайте посчитаем грубо. Нашему миру, по разным оценкам, несколько миллиардов лет. Ну, давайте возьмем скромно, хотя бы 5000 лет. Это примерно 157 миллиардов секунд. Умножаем наше ускорение на это время и получаем астрономическую цифру. Уже через год такого разгона Земля достигла бы скорости, сравнимой со скоростью света. А что нам говорит физика? Чем ближе к скорости света, тем больше энергии требуется для ускорения. Это уже не линейный рост, а по экспоненте. Чтобы разгонять целую планету с такой массой, так долго потребовалась бы поистине бесконечная энергия. Вселенная просто закончилась бы, питая этот двигатель. И это подводит нас к другому, еще более неудобному вопросу. А что это за двигатель? Что является источником этой колоссальной силы, направленной вверх? В научной модели гравитация – это не двигатель, это свойство массы, фундаментальное взаимодействие. Ему не нужна никакая подпитка. А в модели плоской Земли должен быть какой-то конкретный механизм. Космический ускоритель, великая космическая плита, которая нас толкает, откуда берется энергия и, что важно, куда девается отработанное топливо. Это не объяснение, это подмена одного термина гравитации на другой, который создает в 1000 раз больше проблем. В итоге, чтобы объяснить, почему предметы падают вниз, теория плоской Земли вынуждена предполагать, что мы несемся вверх с невообразимой, почти световой скоростью. Благодаря некоему вечному двигателю, о котором мы ровным счетом ничего не знаем. Как по мне, это не упрощение картины мира, это создание научно-фантастического сюжета, и каждый новый вопрос рождает 10 еще более сложных. В модели плоской Земли закат объясняют удалением Солнца как прожектора. Но это создает две нерешаемые проблемы. Как оно исчезает? При удалении объект должен просто уменьшаться в точку, не скрываться за горизонтом по нижнему краю. Чтобы это объяснить, приходится придумывать особую атмосферу, которая избирательно искажает свет. И второй вопрос. Почему размер не меняется? Удаляющийся объект обязан казаться меньше. Но Солнце от зенита до заката не меняет свой угловой размер. В модели, где Земля – шар, это все логично. Расстояние до Солнца огромно, а мы просто поворачиваемся. Но можно это и проверить. Выйдите с другом на закат к высокому дому. Пусть один стоит на земле, а второй смотрит с верхнего этажа. Тот, кто внизу, увидит, как солнце скроется за горизонтом. В это время, как наблюдатель сверху, будет видеть его еще несколько минут. На плоской Земле такого быть не может. Удаляющийся объект скрылся бы для всех одновременно. Разная видимость – прямое следствие кривизны планеты. Отсюда вывод – закат – это простое ежедневное доказательство того, что Земля – шар. В модели плоской Земли звезды и планеты – просто светильники на твердом небесном куполе. Но реальное движение небесных тел ставит под сомнение эту простую картину. Первая проблема – это ретроградное движение. Марс или Венера на нашем небе иногда описывают сложные петли, замедляются, будто движутся назад, а затем снова вперед. В гелиоцентрической модели это легко
Объяснимо. Планеты движутся по орбите с разной скоростью. Когда Земля их обгоняет, возникает иллюзия обратного хода. Вопрос для модели плоской Земли. Как неподвижная лампочка на куполе может совершать такие маневры? Для этого нужен самостоятельный и синхронизированный механизм для каждой планеты, сложно имитирующий закон орбитальной механики. Зачем такая искусственная усложненность? Вторая загадка – анолема Солнца. Если весь год фотографировать Солнце в один и тот же час, его отметки сложатся не в круг, а в строгую фигуру восьмерки. Это прямое следствие эллиптичности орбиты Земли и наклона ее оси. Снова вопрос. Какая сила заставляет прожектор плоской Земли не просто кружиться над диском, а точно описывать эту математическую кривую? Это требует заранее заданной программированной траектории невероятной точности. Вывод прост. Поведение планет и Солнца не хаотично. Оно подчиняется четким законам небесной механики. И эти законы, естественно, вытекают из модели вращающихся шаров в пространстве, но становятся головоломкой для статичного купола с лампочками. Океан. Его приливы и отливы – один из самых предсказуемых ритмов нашей планеты. 2 раза в сутки вода поднимается и опускается. И ключ к этому ритму лежит прямо над нами, в небе. В научной модели все логично и даже красиво. Луна и Солнце своей гравитацией слегка притягивают водную оболочку Земли. Когда силы Луны и Солнца складываются в полнолуние и новолуние, мы получаем самые сильные сизигийные приливы. Когда они действуют под прямым углом друг к другу, самые слабые, они же квадратурные. Эта система с четкой математикой, предсказуемая на столетия вперед. Моряки и рыбаки веками живут под эти графики. А как объясняют приливы в модели плоской Земли, где нет гравитации? Чаще всего говорят о подводных течениях или наклоне диска. Давайте проверим это. Течения локальны и несинхронны. Как они могут одновременно поднять воду в противоположных сторонах планеты? И самое главное, почему этот процесс жестко привязан к положению Луны? Получается, течения должны следить за небом и подстраиваться под него. А наклон диска? Если бы вода просто переливалась от наклона, мы бы видели приливы с одного края и резкий отлив с другого. Но в реальности приливы происходят с 2 сторон одновременно, ровно так, как это предсказывает гравитационное взаимодействие. Вот в чем суть. Приливы не случайные всплески. Это глобальный и синхронизированный ритм, идеально совпадающий с фазами Луны. Объяснить это без гравитации значит придумать невероятно сложный механизм, который лишь имитирует ее работу. Природа редко выбирает такие запутанные пути, когда есть простое и элегантное объяснение. Приливы – прямое доказательство того, что лунное притяжение реально. И все это прекрасно работает на шарообразной Земле. Но давайте поговорим о силе, которую нельзя увидеть, но последствия видны всем. О силе, которую обязаны учитывать снайперы при выстреле на сверхдальние дистанции и которая диктует правила всем ураганам на планете. Речь о силе Кориолиса. Это эффект, возникающий из-за вращения Земли. Представьте, что вы запускаете ракету с экватора строго на север. Пока она летит, Земля под ней вращается. И для наблюдателя на Земле траектория ракеты будет отклоняться. Не потому, что на нее что-то давит, а потому, что система отсчета под ней поворачивается. На сферической вращающейся планете это фундаментально. А теперь ключевое следствие, которое рушит любые споры. В северном полушарии эта сила отклоняет движущиеся объекты вправо, в южном полушарии влево. Это наблюдаемый, проверяемый и абсолютно предсказуемый закон. Посмотрите на ураганы и циклоны. Взгляните на любой снимок. Гигантская воронка урагана в Атлантике у берегов Флориды всегда закручена против часовой стрелки. А теперь найдите снимок циклона у берегов Австралии или в Индийском океане. Он всегда закручен по часовой стрелке. Это прямое и наглядное проявление силы Кориолиса. И вопрос к модели плоской Земли. Откуда берется эта идеальная зеркальная разница между 2 сторонами одного диска? В модели неподвижного или просто ускоряющегося вверх диска такой глобальной, симметричной и привязанной именно к северу и югу силы быть не может. Если вы говорите о небесном куполе, вращающемся над диском, то он мог бы закручивать воду в воронке, но он закручивал бы ее одинаково по всей поверхности. Либо все циклоны по часовой стрелке, либо все против.
Он не может создать два противоположных правила для разных частей одного плоского поля. Сила Кориолиса не абстракция. Это инженерный расчет для артиллеристов и пилотов, они учитывают это. Это основа прогнозирования путей смертоносных тайфунов. Это железное доказательство того, что мы живем на вращающейся сфере, где север и юг – направления на карте и принципиально разные точки в глобальной динамике. Мир не плоский, он вертится, и эта сила – его безмолвный, но неумолимый голос. И что в итоге? Мы прошлись по простым и понятным вопросам про закат, приливы, движение планет, силу Кориолиса. Каждому из них у науки есть ясное, проверяемое объяснение. У плоской Земли либо сложная цепочка допущений, либо полное молчание. Если теория не может объяснить, как мир работает здесь и сейчас, без привлечения вселенских заговоров и волшебных свойств атмосферы, стоит ли в нее верить? Я верю в разум и наблюдательность. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам было интересно, поддержите это видео лайком, подпиской на канал. И особенно жду ваших комментариев. Я читаю все, что вы пишете. Если у вас есть ответы на эти вопросы с точки зрения плоской Земли, пишите. Давайте обсудим спокойно и по делу. Главное, чтобы объяснение было простым и работало в реальности. До новых встреч. Пока-пока.